Океан — это хранитель тайн. Его глубины скрывают забытые города, корабли-призраки и находки, которые ставят ученых в тупик. Представьте себе величественный город, исчезнувший без следа. Два паровоза, затерявшиеся на дне Атлантики. Гигантское глазное яблоко, выброшенное на берег. Что если в воде покоится нечто, что не вписывается в здравое понимание о мире? Артефакты, которые словно нарушают законы времени. Объекты, происхождение которых вызывает больше вопросов, чем ответов. Сегодня мы спустимся в глубины океана, чтобы увидеть самые жуткие и загадочные находки, найденные на дне. Готовы к путешествию в бездну? Тогда пристегнитесь. Будет страшно, но безумно интересно. Затонувший город Тонис Гераклион в Египте. Глубоко под водами Средиземного моря скрывается затонувший город, чье имя долгое время оставалось лишь в древних хрониках. Тонис Гераклион, когда-то величественный центр торговли, а теперь лишь призрачные руины на дне океана. Долгое время считалось, что Тонис и Гераклион — это два разных города, но оказалось, что это одно место, известное египтянам как Тонис, а грекам как Гераклион. О нем писали античные историки, но никаких следов найдено не было. Казалось, город исчез безвозвратно. Лишь в 2000 году случайное открытие изменило все. Исследователи искали корабли Наполеона, но наткнулись на руины древнего города. Гигантские статуи, разрушенные храмы и черная гранитная плита с его названием. Все это лежало под слоем ила. Тонис Гераклион был огромен в 3 раза больше Помпей. Его возвели в 8 веке до нашей эры в честь бога Амона. По легендам, здесь укрывались Парис и Елена Прекрасная перед Троянской войной. А историки утверждали, что город возник благодаря подвигу Геракла, который спас людей от наводнения. В расцвете Тонис был торговым узлом, его порт принимал корабли со всего мира. Но в 331 году до нашей эры Александр Македонский основал город Александрия. Новый город стал центром науки и торговли, а Тонис начал угасать. Но последнюю точку в истории города поставила не политика, а природа. Землетрясения, наводнения и подъем воды постепенно разрушили город. В какой-то момент он полностью ушел под воду, оставив после себя лишь храмы, статуи и разбитые корабли. Подводное кладбище военных кораблей. В глубинах атолла Бикини скрывается подводное кладбище. Это призрачный город кораблей, пораженных огнем атома. 26 июля 1946 года ВМС США провели эксперимент, который должен был доказать: военный флот способен пережить ядерную атаку. В самом сердце лагуны разместили 53 корабля, от эсминцев до авианосцев. А под одним из них, десантным судном ЛСМ-60, спрятали заряд мощностью в 21 килотонну. Когда бомба, получившая название Хелена из Бикини, взорвалась, океан содрогнулся. Взрыв поднял 2 миллиона тонн воды, образовав гигантский столб высотой почти в 1 милю. Под водой возник гигантский пузырь раскаленного газа, пробивший морское дно и оставивший кратер шириной в 1800 футов. ЛСМ-60 исчез, испарившись без следа. Линкор «Арканзас» взмыл в воздух и рухнул на дно, погребенный радиоактивными волнами. Авианосец «Саратога» боролся за жизнь 7 долгих часов, прежде чем навсегда исчезнуть в глубине. Японский линкор «Нагато» продержался дольше всех, целых 4 дня, прежде чем раствориться в морской мгле. Военные надеялись вернуть уцелевшие корабли, но радиация оказалась беспощадной. Спасательные команды отступили. Уровень облучения на борту судов превышал смертельную дозу в 20 раз. ВМС попытались очистить суда, их мыли пеной, водой, даже кислотой. Но чем больше они старались, тем шире распространялось заражение. Вода, мидии, водоросли – все вокруг стало носителем невидимой смерти. Признать поражение было сложно. Однако спустя 2 недели флот был вынужден оставить зараженные суда. 6 из них затопили прямо в лагуне Бикини. Остальные отбуксировали на атолл Кваджалейн, где многие из них так и остались в вечном покое. Но один корабль, тяжелый крейсер «Принц Ойген», словно чувствовал свою судьбу. Поврежденный и пропитанный радиацией, он не дождался приговора. Во время буксировки он начал тонуть и в конце концов самостоятельно выбрал свой последний приют. Поезда-призраки у побережья Нью-Джерси. Глубоко под водой у побережья Нью-Джерси покоится тайна, о которой мало кто знает. 2 старинных паровоза лежат на дне океана, словно забытые призраки прошлого. Кто их потерял? Как они оказались там? Эти вопросы остаются без ответа уже более 150 лет. Необычное подводное кладбище локомотивов было обнаружено в 1985 году исследователем Полом Хеплером. Он проводил картографирование дна при помощи магнитометра. Но вдруг прибор зафиксировал 2 массивных металлических объекта. Когда водолазы спустились вниз, перед ними предстала поистине сюрреалистическая картина. 2 паровоза, почти нетронутых временем, покоились в глубине Атлантического океана. Это оказались редкие модели Planet Class 222T, произведенные в середине 19 века.
Они были экспериментальными и устарели почти сразу после выпуска. Вес каждого из них составлял всего 15 тонн, в 2 раза меньше, чем у большинства локомотивов того времени. Малый вес делал их неэффективными, поэтому такие паровозы быстро исчезли с железных дорог. Но почему 2 из них оказались на дне океана? Ни в одном историческом архиве нет записи о том, что эти машины когда-либо были утеряны, будто их и не существовало вовсе. Одно из предположений – паровозы перевозили на барже из Бостона, но та попала в шторм у побережья Лонг-Бранча. Возможно, машины случайно упали за борт. Или, что еще вероятнее, были сброшены намеренно, чтобы спасти судно от затопления. Но есть одна странная деталь, которая заставляет задуматься. Один из исследователей однажды проговорился. Тип двигателя этих локомотивов никогда не был запущен в производство. Если это правда, то перед нами техника, которая официально не существовала. Как она могла попасть в Атлантический океан? Сегодня специалисты планируют поднять паровозы на поверхность. Это может помочь раскрыть их тайну и пролить свет на методы строительства 19 века. Возможно, когда-нибудь эти призрачные локомотивы займут свое место в музее. Или же они хранят в себе нечто, что лучше оставить на морском дне. Гигантское глазное яблоко. Побережье Флориды, теплый песок, ласковый прибой. Казалось бы, ничего необычного. Но однажды утром житель города Помпано-Бич обнаружил нечто поистине жуткое. На кромке воды лежал странный синий объект. Мужчина невзначай пнул его ногой, но, взглянув внимательнее, замер. Перед ним было огромное глазное яблоко размером с грейпфрут. Оно выглядело свежим, сочилось кровью и, казалось, все еще следило за происходящим. Не раздумывая, он поднял находку, положил в пластиковый пакет и отправился к полиции. Те передали глаз специалистам из Флоридской комиссии по охране дикой природы. Ученые сразу поняли, перед ними нечто необычное. Размер органа исключал большинство известных видов морских существ. Глаз поместили в формалин и отправили на анализ в научно-исследовательский институт Сент-Питерсберга. К какому существу он принадлежал? Гигантскому кальмару, глубоководному хищнику, о котором наука еще не знает? Пока эксперты искали ответы, местные жители строили свои догадки. Некоторые утверждали, что это часть неведомого морского монстра. Другие, что глаз принадлежал существу из легенд, древнему чудовищу, обитающему в бездне. Балтийская аномалия. Лето 2011 года. Глубины Балтийского моря приоткрыли тайну, которая вскоре поразит умы исследователей. Шведская команда Ocean X проводила поисковые работы в Ботническом заливе. Исследуя рельеф дна, они наткнулись на нечто странное, на массивный объект почти идеальной круглой формы. Он напоминал огромный диск с ровными коридорами и квадратными выемками. Но самое поразительное было то, что рядом с ним тянулась глубокая 300-метровая борозда, будто этот загадочный объект когда-то совершил посадку, протаранив морское дно. Снимки быстро разлетелись по миру. Кто-то увидел в аномалии затонувший корабль пришельцев, а другие — остатки древней цивилизации. Были версии о секретных разработках Третьего Рейха и даже обломках легендарной Атлантиды. Ученые решили исследовать находку. Водолазы подняли образцы вещества, покрывающего объект. Анализ показал, это базальт, обычная вулканическая порода. Но в некоторых образцах обнаружились следы металлов, которые не встречаются в природе. Те, кто верил во внеземное происхождение находки, не спешили отказываться от своих теорий, особенно после того, как стало известно, что на глубине аппаратура выходила из строя. Камеры отказывались снимать, связь пропадала. Даже на поверхности над объектом глушился радиосигнал. Скептики утверждают, что это всего лишь редкое геологическое образование. Но если это так, почему техника продолжает давать сбои? Почему на нем нет следов растительности, которая покрывает все на дне океана? Ответов пока нет. Но, возможно, однажды тайна Балтийской аномалии будет раскрыта или останется еще одним необъяснимым феноменом глубин. Находки с Титаника. Сейчас пойдет речь о вещах, впитавших в себя трагедию, которые спустя десятилетия продолжают напоминать о катастрофе. Многие из них стали символами, загадками, реликвиями с невероятной историей. Вот, например, маленькие детские ботиночки. Они принадлежали ребенку, личность которого долго оставалась неизвестной. После крушения все вещи погибших должны были сжигать. Но сержант полиции Галифакса Кларенс Нотовер не смог уничтожить эти ботиночки. Он хранил их, надеясь, что кто-то из родственников узнает их. Позже они оказались в морском музее. Долгие годы ученые пытались выяснить, кто был тем самым ребенком. В 2002 году объявили, что это мог быть Эйно Панула, но ДНК-анализ опроверг эту версию. Только в 2008 удалось установить правду. Ребенка звали Сидней Гудвин, и вся его семья погибла в ту роковую ночь. Тайна ботиночек была разгадана, но холодок от их вида не проходит до сих пор. Часы мертвеца. Так называют карманные часы, которые принадлежали стюарду Эдмунду Стоуну. Они остановились ровно в тот момент, когда корабль ушел под воду. Тело Стоуна нашли спустя 9 дней.
Он был похоронен в море, а его вещи передали вдове. Часы хранились в семье почти 100 лет, пока в 2008 году их не выставили на аукцион. Они ушли с молотка за $300 тысяч. А вот золотой браслет, украшенный бриллиантами, на нем выгравировано одно имя – Эми. Его нашли в 80-х годах, когда поднимали артефакты со дна океана. Среди находок было много драгоценностей, но именно этот браслет привлек внимание. На борту с «Титаника» было 3 женщины с именем Эми. Кто из них носил это украшение? Возможно, оно было подарком. Возможно, семейной реликвией, но этого уже никогда не узнать. В конце концов, браслет продали за сумму, превышающую $2 миллиона. Останки космического корабля «Челленджер». На дне Атлантического океана был найден фрагмент шаттла «Челленджер», который разрушился при взлете в 1986 году. Съемочная группа канала History не ожидала, что обнаружит именно космический корабль. Изначально они искали самолет, пропавший в 1945 году, но судьба подкинула им не менее трагическую находку. Катастрофа Челленджера стала первой в истории программы Space Shuttle. В тот роковой день все шло по плану. Через 2 минуты полета произошел фатальный разрыв системы, и вся конструкция, включая космоплан, топливный бак и боковые ускорители, разрушилась. В этой ужасной трагедии погибли все 7 членов экипажа. Причиной стал разрушившийся элемент ускорителя, из-за чего в топливный бак хлынула струя газа. Но расследование показало, что причина катастрофы была глубже. Она была следствием низкой культуры принятия решений в НАСА, которая не позволила исправить конструктивные недочеты, о которых знали еще до первого полета. Вскоре после трагедии поисковые группы нашли множество фрагментов Челленджера, включая кабину с экипажем. Но еще один большой фрагмент был найден только в марте 2025 года. Съемочная группа в поисках исчезнувшего самолета Martin PBM Mariner, который пропал в 1945-м, случайно наткнулась на неожиданный объект — фрагмент теплозащиты шаттла. Сначала никто не думал, что это может быть частью Челленджера, но вскоре после повторных исследований НАСА подтвердила, что это действительно фрагмент космического корабля. Пока что НАСА не решила, что делать с этим фрагментом, несмотря на то, что все обломки шаттлов принадлежат агентству. Это открытие ставит новые вопросы о том, как много еще скрывает океан. И хотя сегодня вероятность падения обломков ракет на Землю составляет 10%, в ближайшие 10 лет ничто не может остановить поиски новых тайн, покоящихся в глубинах океана. Подводный город у берегов Японии весной 1985 года. Инструктор по подводному плаванию Кихачиро Аратаки погрузился в воды, омывающие небольшой японский остров Йонагуни. Он ожидал найти лишь останки природы, но его взгляд остановился на нечто гораздо более удивительном. На глубине около 15 метров перед ним открылось огромное каменное плато. Ровные платформы, украшенные орнаментами, словно были вырезаны вручную. Широкие террасы, лестницы, уходящие вниз, создавали ощущение, что перед тобой самая настоящая часть древнего города. Местные воды скрывали не просто природные образования, а, возможно, остатки потерянной цивилизации. Обрыв с вертикальной стеной уходил в темные глубины на 27 метров. Аратаки поделился своим открытием с профессором Масааки Кимурой, специалистом по морской геологии, и, несмотря на скепсис коллег, Кимура начал исследование. С каждым погружением его убеждения становились все более твердыми. Он утверждал, что перед ним лежат руины древнего города. Платформы, замки, памятники и даже стадион. Все это составляло сложный архитектурный комплекс, вырезанный прямо из скалы. Находки, такие как туннели, лестницы и даже бассейны, казались слишком сложными для природных образований. Профессор опубликовал свои выводы, несмотря на критику со стороны научного сообщества. В его глазах это были следы человеческой работы, а не естественные формирования. И он был уверен, что город был построен более 5000 лет назад. Вполне возможно, во времена, когда эта территория была частью суши. Мегалитические структуры, схожие с теми, что находятся в других уголках мира, от Стоунхенджа до Мачу-Пикчу, дали дополнительные аргументы в пользу его теории. Открытия под водой стали не только археологической сенсацией, но и ключом к разгадке великой и исчезнувшей цивилизации. Согласно Кимуре, большая часть города могла быть уничтожена катастрофой. Например, гигантским цунами, которое поглотило острова, стерев следы человеческой деятельности. Все, что осталось, скрыто в глубинах океана, где таинственная тишина оберегает их от посторонних глаз. Ну а на этом у меня все, дорогие друзья. Надеюсь, что вы хорошо провели время вместе со мной. Ставьте лайк, подписывайтесь и ждите новых видео, они появятся на канале совсем скоро. Пока.